Друзья, всем огромный привет, с вами Виталий, добро пожаловать на мой канал, вещаю из Сакраменто, Калифорния. Сегодня сдал последний драйв-тест на своей машине. В этом видео попробую раскрыть все, как это происходит. С этого двора я начинал свой водительский экзамен, и также мы с вами проедем, я покажу, как я себя вел, какие у меня были ошибки. На своих внутренних украинских или европейских правах можно ездить до 3 месяцев здесь, в Калифорнии, я не знаю, как в других штатах. У меня, например, были польские права, как вы знаете, я на канале показывал замену своих прав с украинских на польские. Теперь, когда я приехал в Америку, я здесь могу ездить до 3 месяцев, но очень важно как можно раньше делать себе водительское удостоверение американское, потому что это является как и Real ID, это как удостоверение личности, с которым можно и путешествовать по всей Америке, и не нужно будет носить с собой паспорт. Вообще, после того, как я получу водительское удостоверение пластиковое, я уже откладываю паспорт дома и ношу только вот этот driver license Real ID, потому что можно сюда прийти в DMV и сделать только Real ID удостоверение личности без права на вождение. А когда я подавал, то есть я отмечал и Real ID, и Driver License. Для того, чтобы в моем случае получить водительское удостоверение, мне нужно было вот паспорт, мне нужно было либо Social Security Number, которого у меня еще не было на тот момент, когда я сдавал письменный экзамен. Про Social Security я еще расскажу вам в другом видео, но нужно было для DMV бумага из Social Security Administration, это как бы отдельный департамент, о том, что мне отказывают на данный момент в выдаче Social Security, поэтому DMV может дать мне права без Social Security. Вот на тот момент я ходил и делал вот такую вот бумагу, права мне должны дать как бы без Social. На самом деле Social, насколько я знаю, не пишется на самих правах, но в базу они как-то это вводят. Дальше. Желательно иметь форма I-94. Эта форма делается за 5 минут в интернете, если вы легально въезжали в Америку. Дальше, насколько я знаю, они хотят 2 подтверждения адреса в Америке. 2. Насколько я помню, у меня был один документ, подтверждающий адрес. Это с электричества, когда я делал себе аккаунт, СМАТ. Я ему вот это принес, показывал. Я не помню, чтобы у меня был второй документ. С вот этими документами я пришел в любое DMV без записи. Можно как назначить appointment, так же самое и прийти без записи, но по-разному. Когда я пришел, практически не было людей. Когда я уже уходил, было много людей. То есть это тоже зависит от дня, не знаю. Даю вот эти документы, говорю, что я хочу driver license и real ID. Она там отмечает, дают такую бумажечку, там подчеркивает, куда мне нужно будет ввести определенный номер. Я, конечно же, еще ничего не понимаю, что от меня хотят, куда мне идти. То есть я первый раз туда пришел. С языком у меня плохо, поэтому везде, очень сложно, ребята, учить язык. В общем, она дает бумажку, направляет, иди туда, в этом же здании, идешь в другую комнату. Там стоят вот эти все компьютеры, где люди сдают экзамен. Там не только как бы сдача. Начинается все с того, что там другая стойка, человек тебя встречает, ты даешь ему эту бумажку, он проводит тебя к компьютеру, где ты начинаешь сам, ты заполняешь сам за себя все данные, имя, фамилию, адрес, где ты живешь, отвечаешь на кучу вопросов. И несмотря на то, что в Калифорнии можно сдать по-русски сам экзамен, вопросы, то вот эта часть, когда вводил я все свои данные, она была на английском языке, и я еще с переводчиком как бы стоял на экран, там, нажимал, и потом я отвечал. И после того, как я ответил на все вот эти формы, все вопросы, то есть я сам как бы, они не делают эту работу, а получается я ее делаю сам. И там в конце высвечивается номер, он мне его помог записать на этой бумажке. С этой бумажкой я возвращаюсь опять туда, она видит, что мне нужно, мои данные. Потом я плачу $39 всего, 39 это за все. Потом она мне направляет еще к другой девочке в окошко, где даю еще оригиналы своих документов. Это все проверяется, сканируется. Везде у них на отпечаток пальца, дальше все происходит в каждом окошке. Дальше тебя идентифицируют по отпечатку пальца, вот право у меня в моем случае. И дальше везде, когда ты начинаешь что-либо сдавать, везде отпечаток пальца, чтобы тебя идентифицировать. И после этого, после 3-го окошка, меня направляют снова в то окошко, где стоят все компьютеры. Тебя еще фотографируют там перед этим. Работник говорит, становись там за компьютер номер 5, допустим. Такая небольшая комната, очень много компьютеров.
близко друг к другу, такими стеночками немножко отгорождено. Подходишь туда, нажимаешь «Начать экзамен», опять нажимаешь палец. Это все я рассказываю про письменный экзамен. И у меня начался экзамен. Вопросов я не знаю, сколько было. Или 35, или 45. То есть там нет числа как бы вопросов. Ты просто отвечаешь. Письменный экзамен состоит из двух частей. Первое — это были знаки. Знаки очень просто достаточно, но я сделал на знаках только одну ошибку, потому что знак был вообще новый, мне непонятно, никогда его не видел. Вот, а так вопросов где-то 10-12 было по знакам. Очень просто там, я думаю, каждый сможет. Это первая часть письменного экзамена. И тут же нажимаешь, хочешь ли ты вторую часть. Нажимаешь вторую часть, продолжить письменный экзамен, и там уже идут вот эти вопросы. В принципе, из-за того, что я готовился, есть и много информации в интернете, есть сайты, есть приложения DMV, есть DMV на русском приложении, где можно по нему готовиться. И на самом деле очень много было оттуда. То есть, может быть, чуть-чуть вопросы по-другому формулировались, но это очень сильно помогло. Когда я приложение юзал, практически я там уже, когда не делал ошибок в этом приложении по кругу, всегда уже отвечаешь правильно, то здесь 50-70% было таких вопросов. Удалось ответить как бы правильно. Значит, у меня было еще 2 ошибки на этих вопросах, потому что, ну, не знаю, там вообще непонятно сформулированные вопросы, немножко отличается сложный перевод, слова с ошибками, то есть там вообще не париться по этому поводу. Получается, на знаках одну ошибку, 2 ошибки на вопросах, и я еще пропустил 2 вопроса. Есть опция, когда если тебе вопрос ты не знаешь, ты можешь его пропустить, он может тебе попасться еще раз в будущем, тогда ты уже не сможешь его пропустить. Ну, у меня было так, что я нажал пропустить, у меня дальше пошли легче вопросы, потом опять сложные, я опять пропустил, и дальше были легче, для меня легче, и я как бы наполнил, получается, количество правильных ответов, и у меня просто на экране, пум, вы сдали экзамен, поздравляю. И все, после этого я возвращаюсь сюда на стоечку, говорю, у меня компьютер номер 5, он смотрит в компьютере, о, поздравляю. Мне выдают вот такую бумагу о том, что я уже могу ездить с этой бумажкой, она временная, около месяца. Пока я не сдал еще вождение, я могу уже ездить якобы с этой бумажкой, но с человеком, который имеет калифорнийские права. То есть якобы я не могу сам ездить с этой бумажкой, а могу ездить с человеком, который имеет уже права. Но из-за того, что тут такая мешанка, получается, что у меня европейские права, я тут как бы езжу до 3 месяцев, но при этом мне нужно сдать вождение с кем-то якобы приехать. Но не факт. Бывает, что могут приезжать и без такого человека, а просто сами на машине. Бывает, что нужен такой человек. Это тоже лучше перестраховаться и приехать с человеком, который имеет местные права. Важно добавить еще, что не обязательно учиться на права. То есть это не так, что если у тебя есть какие-то права другой страны, ты приходишь и сдаешь экзамен. То есть ты можешь просто никогда не имел прав, прийти, если ты сдал один экзамен и потом сдал другой, все, у тебя есть права, и у тебя все выходит $39, а не так, как вот там в Польше, например, надо платить пару тысяч за обучение, потом за экзамены. То есть здесь не обязательно учиться. Человек, который взрослый приезжает, ему не нужно учиться, нигде в школу ходить, правильно? Да. Он просто сам дома учит, книжку берет, либо на сайте учит правила, учит знаки, вообще не ходя в школу, просто приходит сюда, платит $39, сдает письменный экзамен и может начинать ездить с человеком якобы, вот, который имеет права. И пока ты не сдал вождение. А когда ты сдал вождение благополучно, тогда тебе уже выдают driver license. Тоже вначале он типа временный вот такой, а через 2 недели придет уже пластик домой. Сдал я письменный экзамен, получается, с 1-го раза. Вообще дается еще 2 попытки помимо. Всего 3 попытки дается. За эти $39 у тебя 3 попытки есть. И насколько я понял, то можно их в тот же день сдать, да? Если ты письменный экзамен провалил, ты можешь сказать, я еще раз. Сразу начинаешь еще один и можешь еще один. То есть в один день ты можешь реально сдать письменный экзамен легко. Назначил я аппоинтмент на вождение. Единственное, вот это минус, что нужно ждать. Если вы на сайте DMV выберете аппоинтменты, где будет прямо на завтра, на послезавтра, такое тоже может быть в менее загруженных городах маленьких, то можно реально права получить за 2-3 дня. Но из-за того, что здесь такой город, мне на неделю вперед назначили аппоинтмент. Я вот сегодня приезжаю, захожу на стойку, даю вот это временное мое вождение, даю регистрейшн на вот эту машину. Нужно обязательно показать, что у меня есть страховка на эту машину. Снова показал я бумажку о том, что мне не дают Social Security. Это для того, чтобы мне дали права без Social Security. Потому что если
я скажу, что у меня будет social security, что я в процессе ожидания, то тогда они могут мне не дать пластиковые права и скажут, когда ты принесешь нам social, тогда мы выдадим тебе пластик. Но в моем случае, из-за того, что у меня есть бумага отказная от social, я получу пластик уже там через неделю, скорее всего. Я думаю, это очень быстро приходит на почту, я вам потом покажу. Насколько я понял, значит, у меня в сумме 12 ошибок. И пассинг это типа я сдал. Правильно? У меня 12 ошибок. Из них давай разберем. Вот эта часть, вот как ты говорил, прокомментирую. Здесь она проверяла, понимаю ли я, где у меня сигнал, где у меня вот этот вот, покажи, как он называется, дефростер, обогрев стекла, где у меня дворники, левый поворот, правый поворот, стопы нужно было нажать. Это еще до начала самого вождения начинается экзамен на улице, открытые окна. Это как элементарное понимание того, что вот в машине нужно как бы для где поворотники находятся, где ручник, где включается свет. Ручник, да. И здесь вверху написано, что только 3 ошибки можно допустить в этой секции. Вот с 9 по 14 ты можешь допустить это только... как бы получается тест перед тестом. Если 3 ошибки, то все, как бы не сдаешь его. Да, но я протупил дефростер, получается на дефростер. Я вот сюда ищу, я думал, это воздух, дефростер, что-то нажимаю сюда, показываю, сюда, она, нет. Потом она села, говорит, вот, передняя. Я что-то думал, что это у меня обогрев, знаете, как зимой обогрев стекла, а это именно воздух сильный. Вот как раз вот это нужно было нажимать. Получается, у меня здесь одна ошибка всего. Если было бы вот этой секции больше 3, то есть вот этой секции с 9 по 14, то сразу экзамен не сдан, да? Потом следующая секция — это критические ошибки. То есть это где-то какой-то опасный маневр, либо где-то на красный, либо не превышение скорости, еще что-то. Тут как бы сразу, если допускается ошибка, сразу разворачивают и ехать обратно. Да, получается, я не сделал здесь ни одной ошибки. Дальше, я не знаю, тут она много чего отмечала, все подчеркано. Вот, где палочки, это именно конкретно были типа ошибки, либо ей недостаточно, что я мало крутил головой, либо я поздно включал поворотники. Потом какие-то вот замечания здесь. Ну вот они пишут, смотри через плечо, когда ты поворачиваешь или съезжаешь вправо. То есть надо прям сильно разворачиваться. Покажи, как надо. Да, мы сейчас, кстати, с вами поедем. Тут нужно вот так вот крутить, вот так вот постоянно, реально. Ну, я крутил. Конечно, я готовился, я знал. Но они все равно всегда пишут, что недостаточно. Недостаточно крутишь головой. Значит, в сумме получается до 15. У меня 12, и получается, я сдал с первого раза сегодня. Дали мне уже, получается, временную бумажку, временный драйвер лайсенс, с которым я уже могу ездить сам, уже без какого-либо человека. И ко мне придет уже скоро на почту пластиковый драйвер лайсенс вместе с Real ID, с которым я могу уже ездить по всей Америке. Это мой документ, удостоверяющий личность. В общем, это очень крутой документ. На самом деле здесь все на правах у них. Поэтому я вот сдал. Сейчас я вам покажу, как проходил мой экзамен вождения, как я себя вел. Еще важный момент. У меня есть камера спереди и сзади. Я слышал о том, что лучше ее снять, потому что это запрещено, чтобы были камеры, и они очень категорически к этому относятся. Я перед экзаменом сразу снял, отсоединил, убрал камеру, спрятал. А камера задняя, покажи, она у меня осталась, там проведены провода, но она не снимает, потому что все приходит, весь сигнал приходит сюда. Она на меня начала орать, чтобы я отодрал ту камеру. Она была очень сильно прилеплена. Ну, в общем, она простреливает здесь такую свою клееночку, чтобы сесть. Получается, до этого я сидел сам в машине, были опущены стекла. Она здесь давала мне подписывать какие-то формы, она проверяла лампы, сигналы. Потом она обязательно рукой говорит, понимаю ли я знаки рукой. Например, она говорит, покажи мне знаки. То есть left, вот так вот, это right поворот. И вот так это когда я останавливаюсь. Это я сделал правильно. После этого она садится сюда, говорит start engine. Правая линия, здесь начинается тест. Я там вот стоял. И вот, ну смотри, она говорит, типа, едь вперед. И я вот так вот еду плавненько. Вот здесь. Выезжаем вот сюда, она говорит, поворачивай направо. Нужно остановиться еще до стоп-линии, чтобы твой капот и бампер не пересек
линию, обязательно досчитать до 2-3 секунд. Раз, два, три. Пропускаю вот так вот, кручу головой и начинаю выезжать. Вот так я еду. Здесь ехал медленно, где-то 20-25 миль в час. Здесь я подъезжаю к кольцу. Здесь написано «Уступить дорогу». Если машин нет, останавливаться не обязательно. Здесь вот сейчас едут машины, поэтому я останавливаюсь. И дальше раз, поехал. Налево она мне сказала. Я не показываю сейчас никаких поворотников. А теперь вот раз я показываю поворотник. И еду в этой полосе. Это так, как было у меня вот сейчас. Нужно остановиться перед стоп-линией. 3 секунды. Ждем. Поворотник я уже поздно включил. Поворотник нужно включать заранее. Выезжаешь и едешь. Вот на такой дороге можно ехать 35 миль в час. Там, где частный сектор и дома частные, то там нужно ехать 25, не больше. Это очень важно. Здесь можно ехать до 35. Ну вот я еду. Она мне говорит, вот снимай меня. Она говорит, измени линию, change типа pass. Я включаю поворот. И вот так я должен смотреть, короче, куча раз в зеркало, через плечо, потом еду. Значит, не нужно делать никаких движений без того, что она скажет. Вот она сказала изменить линию, едешь в этой линии, ничего не делаешь, едешь прямо. Потом она говорит снова там, сейчас проеду перекресток, говорит снова измени типа пас. Я включаю так поворот и вот так, смотри. Вот так вот через плечо туда-назад, типа все слепые зоны, раз, типа перестроился. И вот так вот едешь прямо, не больше 35 миль в час. Так едешь, потом она говорит, поверни направо. Смотри, я заранее включаю правый поворотник, и нужно уже взять правее, покажи. Это на велодорожку. Это велодорожка, и ты обязательно должен посмотреть направо, покрутить головой. Вот так, что нет людей, нет там никого на велосипедах, вот так притормаживаешь, крутишь головой и поворачиваешь. И здесь уже начинается такой более частный сектор, 25 миль в час. Очень важно тоже ехать не быстрее. Вот так вот я еду 25, и вот так вот типа смотрю, вот так вот немножко. Вот так, налево, направо. И посмотрю на спидометр, чтобы не больше 25. Вот так еду. Она потом говорит, на том вот перекрестке поверни, например, налево. Говорит, ты так едешь, включаешь левый поворотник чуть заранее, тормозишь, если здесь нет встречных. Вот так поворачиваешь и вот так смотри голову, вот так. Типа, чтобы пешеходов, короче, не было. Вот так вот тут крутишь, едешь, короче, сюда. И она в это время сидит и черкает эту бумажку, там делает какие-то кружочки, пишет, делает какие-то заметки. И ты реально не знаешь, что там, как оно получается, что она записывает. Проеду еще перекресток, где написано all way. Это кто подъехал первый, тот первый проезжает. Смотрите, останавливаюсь перед стоп-линией. Считаю так раз, два, три. И вот так вот смотрю. И еду прямо. Если она не говорит ничего, значит едешь прямо. Если она не говорит никуда поворачивать, значит едешь прямо. Потом она говорит, остановись типа здесь справа. Я включаю поворотник. Смотрю вот так через плечо, слепые зоны, пешеходы, велосипеды. Покажи вот так вот. Показываю вот так вот. Показываю, вот так вот останавливаюсь. И стою ровно. Потом она говорит, едь сейчас назад, включай заднюю скорость. И едь назад ровно, пока я тебе не скажу стоп. То есть я так включаю заднюю скорость. Обязательно закидываем руку вот так вот. В камеру сюда смотреть нельзя. В камеру нельзя смотреть. Смотрим только назад головой и в правое зеркало. Ну, может быть, вот это еще зеркало можно смотреть. И вот так вот она смотрит в зеркало, еду ли я параллельно, не гуляет ли у меня вот так вот машина. Типа я должен ехать четко задом, только смотря в правое зеркало и назад. Вот так вот я качусь, медленно, спокойно. Ну, даже влево, наверное, я не смотрел. Вот так вот, только правое зеркало, назад, правое зеркало. И она смотрит, чтобы у меня была параллельная линия, идет. Я так проехал, наверное, метров так 20, а потом говорит стоп. Потом говорит, типа, продолжаем движение. Я включаю это. Смотрю, так осматриваю, чтобы слепые зоны. Опять, короче, выезжаю. И вот так вот проходит экзамен. Опять стоп-линия.
Раз, два, три. Вот так вот тут смотришь, короче. Ну, так вот, по-тупому вот так, типа. И... Ну, потом так Sorry. никто не ездит. Но Так это именно никто на не ездит, экзамене да. вот надо прям вот сильно крутить И головой. все равно я старался крутить, но ей этого было недостаточно. Она отметила, что... Типа надо Мало. прямо аж за плечо смотреть, когда вот Да, вот здесь вот 25 едешь, 25, ты 30 уже едешь. ой, 30, да, сорян. И вот смотри, я хочу повернуть направо, покажи. Я вот включаю, я уже могу пересекать Вот вот эта эту велодорожка, пешеходную да. велодорожку, извиняюсь. Я уже могу ее пересечь заранее. Останавливаюсь. И руль держу ровно, смотри, так нам рассказывали. Перед стоп-линией. А потом только начинаю выворачивать. Потому что если тебя в это время ударят сзади, чтобы у тебя машина не выехала куда-то ну, на перекресток или что. Ну, вот так вот тут едешь, здесь уже 35 можно ехать. Либо сколько на знак, если будет там 40-45, значит так. Как держать руки там, как поворачивать. Такого как бы акцента не было, я не слышал, не знаю, чтобы у кого-то были проблемы с тем, как держать. То есть, ну, можно вот так держать. Ну, на вот экзамене так. есть этот вопрос, как На держать экзамене руки. на письменном вроде там есть вопрос 10 и 14, да, либо 8 и 16, я даже, если честно, не помню. Я ехал вот так вот. Это мы уже вот возвращаемся. DMV. Едем вот так. Вот видите, здесь двойная желтая сплошная. Ее можно пересекать, для поворота. поворачивая налево, либо для разворота, насколько я знаю. Включаю поворотник заранее, вот так вот тут останавливаюсь. И поворачиваю. И здесь вот есть несколько мест, где заканчивается экзамен. Вот написано на парковке. Сейчас. Вот они справа, эти места. End of drive test parking, да? Надо ровненько запарковаться. Запаркуйся. И ты вот так подъезжаешь. Ты сейчас будешь парковаться прям? Ровненько вот так Может, их нельзя занимать? должен заехать. Это я сейчас сразу отъеду. И все. И она говорит стоп, типа паркинг. Сейчас я отъеду отсюда и расскажу, что было дальше. Она берет вот эту бумажку и начинает здесь, короче, писать, что-то отмечать, короче. И это я даже до конца не знал, сдал я или нет, потому что, ну, реально, я стрессовал. Потом она единственное, что мне сказала, иди к окошку номер 5, вот с вот этим. Я пошел туда, и я сдал, оказалось, все нормально. Дальше они мне выписали вот ту, что я показывал. Это уже мой драйвер лайсенс бумажный, с которым я уже могу ездить полноценно. Сам. Слава богу, я сдал, получается, с первого раза и письменный экзамен, и вождение. Я очень этому рад. За $39 получаешь полностью Real ID, драйвер лайсенс, документ. Как карта по быту польская. Да, Здесь кстати, не можно да. ездить по штатам, летать на самолете, Кстати, ничего больше да. не надо. Реально ее можно получить, ну, то есть все сдать даже за 2-3 дня, если есть аппойтменты на вождение. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите свое мнение или вопросы в комментариях, свои дополнения. С вами был Виталий. До новых встреч. Пока.